Вот так у нас индюшки спать сегодня легли. В загон заходить не стали. Разместились все на заборе. Валера у себя там, около забора. Неплохо так. Пойдем глянем, где Валера. Вон Валера сидит. Короче, похоже, так и будет теперь. Индюки будут на заборах, а не у себя. А к этой мелкий он под крыло забрался и сидит там, греется. Обрабатываем жука. Вот такую я купила. Ну, это то, что есть у нас в магазине. В принципе, выбор небольшой. Ну, вот я таким с прилипателем обрабатывала. Он нормально, там подохли жуки. Здесь гранулы и раствор. Прилипатель. Сейчас обработаем по-быстрому. Грязи на огороде полно. Я еле дотащила ноги в сапогах. Там столько налипло. Сейчас обработаем огород и поедем в Ставрополь мамку забирать с собаками сюда-обратно. Сейчас по-быстренькому сделаем. И открыть не могу. Так. Ну, сейчас добавлю 9 литров воды. Считаю банками, чтобы точно было. Я таскаю, а Маргарита брызгает. Не доверяет мне. Говорит, я сама. Да, он говорит, давай, пап, не, давай вот здесь пойдем поближе. Да. Вот такая розочка у нас расцвела. Красивая. Вот ее хочу пересадить, все, руки не доходят. Друзья, мы выехали уже в сторону Ставропольского края за тещей. Сейчас приедем, а у тещи там уже картошка окучена. И огород посажен, и обработан. Ну, короче, сколько? Прошла неделя почти, чуть меньше. Сейчас приедем, заберем кабана, снежка и тещу. Мы подъезжаем, друзья. Сейчас кабан и снежок рады будут. Кабан. Кабан, привет. Собаки, собаки. Привет, 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 снежок. Кабан. Здрасте. Кабан, 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 кабан. Красавец. Да. Все хороший, хороший, хороший. Все. Сколько радости.
Кабан. Да, улеглась. Тихо, 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 не кусайте. Да. Чего, кабан? Чего? Так, Снежок, скрес, я тебе сейчас. Сегодня здесь ветра нет практически. И снова жарко, как и у нас. Иди. Ух, быстрее, чем дверь открылась. Давай, запрыгивай на седуху. Ладно, Запрыгай. Иди сюда. Давай, вперед. Давай, давай, вперед. Иди, Снежок. 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 Иди. Давай, оп. Давай. Да елка мене, да что ты? Иди. Все, едем. А ворота не надо? А, сейчас закрою. В общем, укропа вот ведро. Что ты будешь делать? Ну, часть засолю, часть посушу, часть заморожу. Ага. И с луком можно вместе. Еще с луком вперемешку, да. В общем, это как укроп, соль и в банку, да? Да, ну немножко сделать. Ага. А стрелки, наверное, перекрутим с салом. Еще у нас вот чесночные стрелки. Перекрутим с салом. Тетя Поля говорит, жарила, ела вкусные. Не, ну их едят, ну просто я не знаю, съедим, не съедим. Ну, чуть-чуть можно пожарить. Чуть-чуть, если картошки, он к молодой. можно. Да, картошки И накопала. это, просто перекрустить и заморозить. Ну, посмотрим, сколько получится. Может, мало будет. Ну да, и с салом сделаем. Намазку на хлеб. Будет вкусно. Да. Так что вот, укропа уже наморозили. И вон еще сколько. Еще его, наверное, много на огороде, да? Ну, оставим для засолки на семена. Целое ведро. Вот так. А я картошки копнула молодой. Сейчас покажу. Но это я копала не там, где я травила вчера, а на другом огороде, на нашем вот. Там я обрабатывала ее давно уже. И копнула, в общем, вот столько. Но она еще мелкая. Но все равно она есть. С некоторых кустов слепыш уже утащил. Я выкапывала, они подсохли. И там ни одной картофелины нету. Алик работает. Арбайтен. Какие-то штуки себе приобрел для монтажа потолка. Вот уже работа движется. Друзья, делаю вкусняшку. Чесночные стрелки, которые я сегодня показывала, решили покрутить с салом. Будет намазка на хлеб.
Сало у нас свое, домашнее. Еще осталось с тех времен, когда были у нас вареный и копченый. Копченый выручает до сих пор. Сало я в банках закрывала. Вот баночку достали. Сейчас сделаем вкусняшку. Вон, смотри. А запах. Ох, а запах, друзья. Непередаваемый. Вот. Ну, я все это, конечно, не буду делать с салом. Сейчас еще, может, пару кусочков и чесночка. Я сейчас попробую, как на остроту. Они ж, наверное, не острые, да? Чеснок свежий, который? Да. Наш? Ну вот, стрелки. Стрелки. Ну он не острый. Все, сейчас буду чеснок крутить. Не все слепышу в радость, друзья. Вот уже мы сегодня подкопали картошку. Да, я показывала в ведре. Мы ее приготовили уже. Да? Я-то не в курсе, я там на потолке, так сказать, Да. поэтому я не знаю, что ты там Огород рассказывал. нас кормит. Я последний раз покупала картошку молодую по 100 рублей килограмм. А тут уже вот выкопала свою. А это вот то, что ты на мясорубке А делала. это сало с чесноком, со стрелками. Ну и салатик. Огурцы, помидоры покупные. Пока. Сало это свое, Свое. картошка своя, куры пока не свои. Да. Надо, кстати, насчет бройлеров подумать. Ну, наверное, чуть позже, потому что сейчас все-таки прохладно еще. Сыро и прохладно. Когда наладится погода, когда будет ночь теплая, тогда уже надо будет брать. Да? Ну что, как картошка? Зачет. Друзья, у нас приятная новость. У нас получается... Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот у одной 9 вылупилось, и у другой там штуки 3. Ну, вторая пока не выходит, ну, а мы не тревожим. Нам пока это незачем, скоро сами начнут гулять. Ну, а кабан, естественно, уже сидит и ждет цыплят. Короче, вот тут я заделал низ, потому что вот здесь была дырка. Он выбежал, и Альма его схватила. Тут надо будет доработать. Ну, в принципе, вот так доски лежат. Вот. Ну, тут не проскочит. Тут положили, но тут она может... Тут надо будет арматуру убить. Вот. Но так-то он не проскочит сам по себе. Тут вроде тоже все заделали. Штук 20. Это с двух. Ну, может, 18. Да. Короче, одна... сначала они подрались. Теща говорит, видела, как они начали драться. Потом та бросила утят. В общем, мы подложили. Тетя Поля говорит, заберите у одной утки и отдайте другой. Но она сама бросила, села на другие яйца. Вот. Короче, мы забрали у нее утят и отдали второй утке. И вот она ходит с ними. А та села, у нее еще лупится там, ну, яйца, которые не вылупились. Она бросила яйца там у себя в гнезде. Я залезла, а там утята лупятся. Я ей подложила в то гнездо, куда она ушла. Да, так что вот так. Короче, мы пытаемся посчитать, все никак не получается. Раз, два, три, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Я вроде 19 насчитал. Это третья, по-моему, слезла. Это Она другая. откуда-то из-под лавки или с лавки слезла. У тех двух белые шеи. Я что смотрела? У одной белая шея, У по-моему. обоих. Да? Только в этой пятнышке вот тут, Ага. а в той нету пятнышек на груди М. белых. Ну, что-то такие крупные салатины, хоть бы порезала бы ее. Ну, у них клюв есть. Это утка. Это уже 2 раза я кидала Да? всем. Съедают? Но это О, нет. пошла гонять ту, походу, да? Да. Остальные все едят салат. Я и траву рвала, вон мелкую. Такие тын-дын-дын-дын. Тын-дын-дын-дын. Что она всех гоняет? Она, наверное, защищает. Защищает, да. О, клевать начали. Что там, яйцо, да? Пшено с яйцом. М. Полная была. Я утром повод вынесла. Полная была. Ну, склевали. Можно потом еще сварить. Ой, к вечеру. Ну, так-то поинтереснее, чем когда один. Но один более ценный. Спрашивали про снежка, куда делся. Вот он, друзья. Тут вопрос в другом. Тут теперь кабан теперь торчит около утят. И мы тоже, нам тоже интересно. Мы тоже торчим. А куры ей уже не интересно. Все. Там она уже не тусит. А что там, смотри, яйцо валяется. Разбитое яйцо. Утка была тут. Там 2, да? Ну, Там 3. я не... 2. 3 всего было. Ну вот 3. А то, ой, смотрю, я ж не ходила, а дверь открытая была. Она сама, наверное. Люська открывает лапами, я видел. О, Она прям берет замок этот, но если его закрыть, то она не откроет. она туда зашла и это воду. Ну, короче. Там пищат еще. Пищат? Ну я же когда перекладывала яйца, там 2 лупились, Ага. и где-то 2 пищала еще яйца. Ага. Остальные вроде шевелились, не пищали. Ну посмотрим, что она там. Сколько их хоть посчитать сможешь? Да не знаю. Я один раз считал 16, второй раз 19, то 18. Может, не все выходят. Так. 3, 4, 6. 4. Так. 1, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Такой детский сад. 17 или 16. Детский сад, да? Идет. Не знаю. Я же считаю. Дождалась я, когда розы распустятся, но они уже отцветают. Уже пора обрезать скоро. Но есть еще бутончики. Дождик прошел у нас. Красивые какие. И вот куст шикарный. Прямо шикарный куст. Посмотрите, красота какая, да? Прям хожу, не налюбуюсь. Сейчас еще покажу, которые там на заднем дворе у меня растут. Вот этот куст, который пересаживался, Влад нам давал. Зацветает. Цыпа, 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 цыпа. И вот они, розочки. Какие-то раньше, какие-то позже. Это алая будет. Вот красивые какие, вообще шикарные бутоны, огромные. Вот моя ладонь, посмотрите, какой огромный цветок. А это так вообще. О, вот ладошка моя. Такой огромный, красивый. Вот с этой стороны у него лепестки такие светлые, а внутри такие розовые. Тоже уже некоторые отцвели. Ну, красота. В общем, сажать на участке надо розы. Они цветут все лето, если их обрезать.
и красивые. Это белые еще не распустились. А там розовые. Вот здесь вишня у нас посадили. Это розовый куст. Вот такие они, смотрите, какие. Как махровые. Ой, ну прям не могу, красота. Вот этот подвязать надо сюда. Или зацепить. Ветер был сильный. О, еще один кустик. В общем, буду сажать розы. Мне очень нравится. Это, наверное, самые лучшие цветы, которые есть. Посмотрите, красота какая. А у нас, как я уже говорила, дожди каждый день. Ну, бывает полдня солнечно, а после обеда дождь. А сегодня, ну, в 12, наверное, начался, и полдня был. И грохотало, грохотало. В общем, земля не просыхает. Полоть невозможно. Ну, мы вчера пропололи там на соседнем огороде там и здесь кое-где успели. Но все равно земля мокрая, к тяпке липнет. Неудобно. Но зато капуста хорошо растет в такую погоду. Вон, смотрите, это поздняя капуста. Голландская, по-моему, покупали мы. А там другая какая-то. Не знаю, какой-то то ли сорт другой. В общем, посмотрите, прет как по дождю. Баклажаны сожранные жуком. Это вот с рассадой была капуста посажена. Какую-то тетя Поля давала. В общем, мы разговаривали, что капусты мы много не будем сажать. Ну, 10 качанчиков. В итоге получилось, наверное, штук 50. Вот. Перцы, вот они. Это, по-моему, острый перец. Точно не могу сказать. Вроде острый, я отдельно сажала. Тоже покупали рассаду. Кукуруза вон уже какая большая. Горох уже я хожу, подъедаю. Ну, где-то он совсем еще не созрел. А есть кусты, которые созрел. Может, сорт какой-то более ранний. Укроп прет. Зелень прет. А вот помидоры, перцы не очень. Ну и капуста, естественно, прет. Так, что у нас? Вот укроп такой. Уже я показывала. Много наморозили. И сушим его. Картошка тоже нормально. Слепыш орудует. Ну, будем надеяться, что нам тоже достанется. Вот прошлась по огороду, сейчас грязь налипла. Ну, кабачки подрастают. Вот такие уже. Желтенькие кабачки тоже будут у нас. Я сажала в прошлом году. Хорошие, мне нравятся желтенькие. Тоже желтые. Погода не очень. Медленно растут. Вообще в Краснодаре даже прохладно. По-моему, 20 градусов днем. А у нас в предгорье обещают 8 ночью. Ну и что будет расти при такой температуре? Ничего. И вот на ближайшую неделю прогноз. Тоже не жарко. 20 днем и ночью 11-13. Так что ждем хорошей погоды, чтобы у нас все росло. Это цветная капуста, по-моему. Да, вон уже завязались эти штучки. Или брокколи, или цветная. Не помню точно. Растет. Вон какая. Кустищи такие. Ну, это потому что засухи нет. Влажно. Вот тоже из этой же серии капуста. Что еще показать интересного? Огурцы. Надо обрабатывать. Вон листики желтеют уже. Наверное, пероноспороз. А как обрабатывать? Дожди идут. Скоро бархатцы вот зацветут. Вот такие уже завязались бутончики. Ну и морковка. Как без морковки нам. Лук хороший тоже такой стоит. Чеснок, стрелки обломаны. В общем, ждем тепла, чтобы огурцы с помидорами начали расти.
Вот она, мамаша, сидит. Давай грей детей. Не вмещаются все, что ли, под тебя. А вон там еще одна сидит. Это та, которая ушла с гнезда, оставила утят. И пошла, села на другое гнездо. А вон утенок лупится. Вон, видите? Клювик торчит. Ой ты, Господи, давай вылазь. Некоторые же должны были вылупиться там у нее, но не видно их пока. Под ней, наверное, где-то сидят. Ну что, мамаша, бросила детей, пошла в другое гнездо. Друзья, мы тут разобрались. Короче, вот эта вторая утка сверху сидит. У нее что-то утята пропали. Мы думаем, что они перебежали к этой. Потому что она одна сидит. Да, сколько у нее было? 3 вылупилось. Я не видела, они под ней все сидели. Там, в закутке в этом. Угу. Вот это, когда выйдет с утятами, надо будет их посчитать. По-моему, 18 я насчитала на видео. А я утром вроде бы 17 насчитал. Ну, я думаю, подписчики, которые будут смотреть это видео, они посчитают, сколько утят Ну, мы снимали. наверное. У нас не получилось. Они посчитают и напишут, сколько там утят. Да, они так быстро движутся, что пока начинаешь считать, они перемешиваются. В общем, ждать, когда она выйдет, и считать. Ну, я думаю, она вот этих-то 18 еле обогревает. Вот эта утка. Как она всех... Что такое, а? Как она всех греть будет, если переползли эти к ней? Ну ничего. Еще у нас сидит вон та в углу. 3-я. И одна еще на улице. И одна, да, за уличным туалетом сидит. Вот. Ну, будем надеяться, что Вырастут. вырастут. Пока Альма лежит, индюки хозяйничают у нее, Валерия. А она вообще не чует этого даже. Я взяла стрелки. Может, куда-нибудь. Может, сварим щи с новой капустой? Можно. Тверденький такой. А это не знаю, вот кур порезать. Будут, наверное, куры. Попробуй. Они уже объелись, какую только травы им не даем. Куры в шоколаде. Это капусту мы им дали, которую сейчас порезали, остатки, листья. Смотри, индюки пришли, может попробовать им, знаете, сейчас попробуем. Ну, индюки гуляют на... Они ж едят траву. Куры-то не гуляют. Ну, попробуй. Не надо, да? Ну, попробуй, дай. Сверху лучше, что там у нас здесь. Не, мне класть надо переворачивать. А, тебе удобнее будет потом брать. Ну, так ты же скажи тогда. Привезли гипсокартон для потолка. Пока для этой комнаты только. Вискас. Вискарик. Вискас. Красавчик. Где-то гулял, пришел, сейчас орет. Жрать давай. А мышку что не поймал, а, Вискарик? У нас уже вечер. Индюшки
на заборе спят. Индюк с белой индюшкой здесь вот примостился. И один индюшонок всегда под крылом у белой индюшки. Вот постоянно она с ним. Вот так вот. Садятся, он под крыло к ней. Вон он. И спят. А эти тут на Люську смотрят. Люська на них, а они на нее. Вот так. Утят закрываем в сарае. Уток на день выгоняем в ту часть. Калитку закрываем. Вон там за Люськой. А вечером, когда утят закрываем, этих сюда выпускаем. Вот так. Вот так у нас. О, индюшки. Сидите, сидите, я вас не трону. Сейчас будем обрабатывать огурцы хомом. Вот развожу на 10 литров пакетиками. Обработала я огурцы прямо из лейки. Сверху пролила. Вон какие листья. В общем, хом он и от пироноспороза, и от фитофторы. Посмотрим, как будут огурцы расти. Может, кто-то знает, что это за заболевание. Но я так думаю, что это пироноспороз, но это не точно. Может, кто знает, напишите. Это мы сейчас попробуем прикрепить на стену повыше к потолку. Вот так. Я буду с одной стороны, Маргарита будет с другой стороны заправлять гипсокартон. И сюда, если облокотит, если она вообще не рухнет, то ей будет легче, ну, меньше держать. Вот такие подпорки. Распаковка. Да, это кромочный рубан. Так, теперь надо понять, что куда. Так. И может это не надо. А, это, наверное, сменная, запасная. Вот еще лезет. Так. Вот так же кромку пройду. Это? Да. Никогда не пользовался. Сейчас попробую. Ну, нормально так. О, отлично. О. Вот так каждый пройти на стыках на этих. А с другой стороны надо, нет? Нет, не надо. Это ж надо, когда два листа у тебя вот так сходятся, чтобы ты потом шпаклевкой. Ага, а вот это будет к стене, вот это, да? Нет, это будет к листу. Лист к листу так делается. Так, сейчас я еще тут пройду. То есть два листа, когда будут сходиться, и у них получится ровно 45 градусов. Угу. Надо просто поувереннее идти, блин. Резко прям идти. Ну ничего, руку набьешь. Уверенно, да, это я первый раз. Блин, вот это, конечно, хреново.
Ну, задирает, да? Потом штукатурить. Да, но может от того, что медленно веду, может туповатые лезвия, ну вроде новый, только распечатал. Ну, ты же видел, написано, что на коробке. Made in China. Но они все же, сейчас все чайно. Ну, короче, нормально потом зашпаклюется. Так, теперь нам его надо будет перевернуть, звать тещу и начинать работать. Вот такими битами буду крутить. Оно вроде как, когда закручивает, не должно туда проваливаться. Но люфт все равно что-то большой. То есть она должна, по идее, где-то так вот быть, там на миллиметр, на полтора. А она это вот такая. Вот. Ну ладно, сейчас попробую. Никогда такими не крутил. В общем, бригада у меня неопытная, так же, как я и сам тоже. Поэтому... Так, и лист у нас 12,5 толщиной миллиметров. Он тяжеленный. Ну, потому что девятку я не хочу на потолок крутить. Да, мне сейчас напишут, Алик, да ты что там переплачиваешь, там девятка. Я вообще не знаю, куда она идет. Ни на стены, ни на потолок лучше такую не крутить, тем более на потолок. Чем толще, тем, во-первых, прочнее, во-вторых, шумоизоляция будет лучше. Ну и меньше он будет играть. А то вот это тоненькое, как фанера, будет барабанить. Так что зовем тещу. Приготовили вот такие штуки. То есть я подаю лист, ну мы подаем лист. Кто-то стоит здесь и туда заводит его. И меньше получается, что надо держать силу. Потому что держать, когда у тебя руки кверху, еще такой тяжелый лист, для женщины это будет, для меня это будет тяжело. Для женщины тем более. Поэтому вот такая приспособа. Можно было и третью сделать с этой стороны, но я не стал. И вот такую еще сделали. Да, и вот такую швабру сейчас. Ну, из того, что было. Наверное, теща будет стоять вот так, когда лист поднимется. Слушай, а когда лист поднимет, вот это же мешать будет. Вот это мешать будет делать. Почему? Потому что, ну, если только вот сбоку. Нет, и смотри, мы с тобой будем вот в начале, да? Как мы с тобой? Здесь я буду, вот там. Ну, я когда заведу лист вот туда. Да, ты там и останешься. Да, ты Я посередине, буду- можно вот отсюда держать, вот. А, Тот Ну, край да. свободный, оттуда. тот сядет, но он будет, все равно же лист будет прогибаться. Ну да. Ну, ладно. Можно вот эту подвинуть, вышку тура. Вот так, и вот теща встанет вот так. В общем, посмотрим. А тот край будет висеть, да, свободный? Ну, я буду, но он уже так не будет висеть. Я буду все-таки прикручивать, я же не буду стоять на месте, смотреть на вас. Ну Я ладно. буду стараться быстро По прикрутить. ходу посмотрим. Мы же еще не пробовали, как это все.
Это будет закладная под плафон, под освещение. Сейчас на пену клей приклеим на гипсокартон. Чуть подсохнет, засверлю с другой стороны, ну, с наружной стороны гипсокартона вот эту фанерку. И когда будем вешать либо плафон, либо люстру, будет куда зацепиться. Потому что сам гипсокартон, он мягкий. Ну и железный профиль тоже, он ни о чем. Пусть чуть подсохнет, минутку, переложу. Ну, собственно, друзья, что мы сегодня сделали 3 листа, если успеем до темноты. Покажу. До темноты сделаем, аккуратнее. Сделаем 4-й лист. Я лампы открутил, поэтому света здесь нету. Но у нас есть в запасе часа, наверное, 1,5. Надо мне сейчас это приклеить, потом перевернуть лист через какое-то время, прикрутить. Вот. Вырезать также в гипсокартоне отверстие, чтобы потом провод можно было опустить. Перевернуть это все, подготовить, звать тещу и прикручивать. И на сегодня, все это делать уже не успеем, потому что надо вдоль еще листы резать, они же там не до самого конца. Там получится сантиметра 3-4 надо будет отрезать. Ну и в принципе, я думаю, завтра мы закончим. Вот. И можно будет... Последний лист мы взяли 6 листов сюда, 7-й взяли в коридор. Коридор сделаем, и можно будет приступать на кухне, также делать каркас. Либо пока забросить кухню, пока не делать, а сюда перейти уже, шпаклевать, шкурить, выровнять плиточным клеем. То есть нам важна сейчас именно вот одна комната. Там вообще не важно. Так, ну что, настал момент приклеить это дело. Так, я вроде все вымерил там. Здесь на профиль ляжет, тут профиль ляжет, тут запасом. Так что вот так сейчас приложу. Где там карандашик? Вот так. И что-нибудь тяжелое. Подсохнет и саморез заберем. У нас все, друзья. Пока.